80 лет окончания прошло уже. Светлый праздник будем сегодня отмечать. Вчера я там с семьей время проводил, поэтому обзоры не записывал. Давайте посмотрим, что у нас на рынке происходит. Биткоин. Биткоин у нас так и летит куда-то ввысь, вдаль. 104 было у нас там с копейками. Да, неожиданно, я вам скажу, все равно для меня. Как бы движение уже безоткатное, довольно-таки большое. И мне придется потом все-таки уносить и пересчитывать мою стратегию по биткоину. Удивляет он меня немного. Ну, скорее всего, сейчас посмотрим, как выше пойдем или нет. Ну, пока прям на грани. Хорошо, что я тогда закрыл все фьючерсные позиции и переложился в опционы. Потом я вам чуть-чуть расскажу про это все дело. Что мы имеем? Господи. Что мы имеем? Интересные вещи мы имеем. Я, честно говоря, не знаю, на чем мы так летим. Может, индусы с пакистанцами перекладываются в биткоин, там продают свои валюты. Я, честно говоря, не очень понимаю. На том, что Трамп там с кем-то якобы там договаривается по пошлинам. Их знает. Неважно. Рынок иногда ведет себя иррационально. Ну, что у нас? По графику, если посмотреть, в районе 107 у нас сопротивление еще есть. Да? Если так посмотреть, то в районе 105. Ну, наверное, пойдем уже на перехай. Не знаю, с текущих, либо там все-таки начнут скидывать какие-то лонги. Потом я вам покажу объемы ликвидации. Там, конечно, вообще непонятно, что творится. Но у нас все шорты вынесли только в путь. Ничего там как бы вверху уже сильно ничего нет. Только вот нового, которые новые набирают сейчас объемы. Потому что старые уже все ханаем давно. И все. Ну вот мы куда-то сюда вот пришли к сопротивлению. Черт его знает, как он там будет себя вести. Внизу у нас вот поддержка на 93, 94. Здесь у нас как бы ничего нет. Ни проторговок, ничего. Вот мы как бы вчера очень хорошо и сегодня идем вверх. Мои путы, которые были не закрыты. Хотя прибыль там была, естественно, они в минусах. Колы начали выходить в плюс. Где это по биткоину, я имею в виду. Где все это фиксировать, сижу, ничего не фиксировал пока. Не знаю. Хотелось бы на перехай, на 110 бы, наверное, да. Я бы фиксанулся. Честно говоря. Потому что, ну, теоретически должны мы на перехай куда-то сходить или потрогать сюда. Вообще, глобально, если мы вспомним, не знаю, сейчас на недельке будет видно, да? У нас здесь была с вами чашка с ручкой, да? И примерно там были цели по ней в районе 120-130. Ну, не буду я сейчас рисовать, неохота мне. 120-130 были. Ну, вот где-то, наверное, туда и, судя по всему, пойдем, если опять ничего не случится там. Что там договоренности по пошлинам, это там может оказаться все фигня и так далее. И, в общем, рынок вообще непредсказуемый. Сейчас с Байденом как-то было поспокойней. А сейчас, да, он ведет себя как бы довольно-таки странно. Ну, если здесь мы падали, хотя бы какие-то новости были, то как бы вот это вот мы растем непонятно пока на чем. Да, вот отсюда же по пошлинам, по-моему, мы падали. Вот, да, все ждали, что мы сейчас вот здесь вот от этой поддержки оттолкнемся, ну, максимум от этой, да, и пойдем вверх. Здесь набирали как бы лонги и так далее. В итоге нас как бы это, ну, сейчас ситуация обратная. Сейчас все будут шортить до посинения. В лонги заходить, понятно, что на этих отметках уже страшно. Ну, потому что где, от чего ты будешь заходить? Отсюда все начнут заходить.
в лонг. Дадут или не дадут, не знаю. Ну и потом пойдет обратная история. Как бы рынки, они все равно цикличны. Да, все будут думать, что рост, что вот сейчас мы отсюда потом оттолкнемся, а мы пойдем как бы вниз. Все как бы логично. Только сейчас надо всех еще уверить, что будет рост. Чтобы шортисты уже не шортили, а набирали лонги, ну, длинные позиции. И тогда уже потом будет обвал. Пока я думаю, что еще рано. Может, в какой-то боковик здесь уйдем, не знаю. Тяжело сказать. Да и никто не знает. Думаю, что это бесполезно здесь гадать, там что-то угадывать. По эфиру. Эфир, как и предполагалось, у нас после долгого стояния пошел вверх. Ну, надеюсь, что мы еще вверх сходим, потому что я сегодня утром как бы не закрыл опционы свои. Хотя так вот, чтобы вы понимали, я набирал 9 контрактов по эфиру. Заплатил я за них $60. Сегодня прибыль была утром где-то в районе 1000 баксов. Ну, то есть это можно сравнить там условно с мем токенами с какими-то, да, хотя здесь как бы, ну, более какая-то прогнозируемая история. И вот это 1200, там 1500, ой, да, 1500%. И это как бы не какой-то мем токен, который завтра может сдохнуть. Да, это все-таки какая-то понятная как позиция, да, с которой можно там что-то делать и так далее. Поэтому как бы продолжаем. Ну, будет обидно, конечно, если вот это вот сейчас все упадет куда-то вот сюда. А оно может. Эфир как бы запросто выбивать всех этих. Ну, тогда как бы рост у нас сомнительный. Мы вот сюда бы хотя бы подошли, да, 2600. Ну, может быть, здесь бы я бы и закрыл. Ну, пока все-таки разворота, я надеюсь, не будет такого, да, если мы посмотрим там на рост, да, ну, какие-то откаты были, потом консолидации и вверх. Я все-таки надеюсь, что мы порастем еще немного, потому что это, конечно, будет обидно иметь там 1300% прибыли не закрыть и как бы потом все просрать. Это, ну, мягко сказать, обидненько будет. Ну, а не закрыл я, потому что, ну, а что, где мы остановились? Нигде мы не остановились, где-то в воздухе. Если бы мы вот здесь бы еще там толкались бы, пытались пробить, как бы, ну, это понятно было бы. А здесь вроде как палкой вышли. Сейчас посмотрим, как бы эфир может удивлять. Мы можем и здесь оказаться как бы запросто, да. Сколько вот мы? С 2000 за день до 2500. 500 пунктов. Ну, вот еще 500 пунктов. И вот здесь бы я точно бы закрывал. Даже вот вообще не думал. Ну и, собственно говоря, что мы имеем? Как бы падаем сюда, здесь пытаемся докупать. Настоящий рост, не настоящий. Хрен его знает. Ну, вот здесь копили и как бы произошел выстрел. Как они будут лонги сбривать, как бы пока, ну, не очень понятно. Может, их там вообще небольшое количество, я не знаю. Хотя как небольшое, сейчас посмотрим, небольшое или небольшое по ликвидации. Ну, пока откатили на 200 пунктов, да, было там 2500 условно, сейчас там 2300. Ну, хотелось бы, мне очень хотелось бы, ну, хотя бы вот сюда вот. Ну, было бы нормально, потому что, кто помнит, я их брал как хедж-позицию к фьючерсам к своим, которые были в просадке по битку, к шортам, которые я в итоге потом закрыл. Так, еще небольшое обновление. Я там, наверное, ролик сниму отдельный, когда мне там ответят на вопросы. Хедж. Это проб, который Никиты, хедлайнеров. Мне предложили там рефералку
Я думал, соглашаться или нет. Но не только они, там еще один проб я буду делать видео, тоже предлагает реферальную программу. Я думаю, ну как бы хорошо. И что, буду я это все рекламировать, да, пользователям, ну как бы какой от этого смысл прибыли и по моим рефералкам как бы заходить. Ну и подумав, я придумал. В общем, кто по моим рефералкам будет заходить, ну, понятно, они же ничего не теряют, как бы мне как бы этот проб просто будет платить как бы часть денег, уплаченных вами за челленджи. Мы будем с вами на все деньги покупать опционы. И если нам удастся заработать, как бы пользователи, которые по рефералке по моей переходили, как бы, ну, смогут какую-то часть компенсировать затрат на эти челленджи, да, либо при хорошем раскладе даже заработать. Ну, при плохом, как бы, мы потеряем эти деньги, но как бы мы ничем не рискуем, вы не рискуете, да, потому что как бы вы все равно эти деньги заплатили за челлендж, да. А при хорошем раскладе мы мало того, что можем их вернуть, но можем и заработать хорошо. Делить как бы будем 50 на 50. 50% мне, 50 я буду раскидывать по рефералкам. Ну, так как проб будет не один, да, соответственно, как бы они будут отдельные какие-то позиции набираться там на деньги там одного пропа и потом на деньги другого пропа, чтобы можно было потом это как-то поделить в каких-то пропорциях. Ну, соответственно, челленджи же разные, там кто-то за 49 будет покупать, кто-то там за 700, да, соответственно, прибыль тоже будет делиться там, в соответствии там, с этими коэффициентами, кто сколько как бы вложил, сколько я от этого получил. Ну, как бы вот такая идея, я думаю, что она неплохая. Да, как бы вы получаете там возможность что-то вернуть из потраченного. Я получаю возможность заработать. Проб получает как бы, ну, тоже зарабатывает, естественно, на продажах этих челленджей. Потому что, ну, я думаю, что большого секрета я вам не открою, что челленджи проходят далеко не все. И я тоже, вот, честно говоря, с первого раза, ну, он у меня еще не закрыт, который я в ролике-то снимал. Но там минус есть. То есть в плюс я когда-то там выходил, но потом все профукал. Ну, еще не все. Не буду врать, не все я там профукал, еще там есть шансы. Да, но как бы я вот первый раз, когда, ну, я стопы ставил там все-таки. Когда Индия с Пакистаном вот это вот ночью, там в 2 часа ночи началось, я взял шорт. Поставил там довольно-таки длинный стоп. Ну, чтобы меня там случайно не вынесли. Я думаю, сейчас начнется война, сейчас все как польется, будет хорошо. И, по-моему, то ли вчера, ну, короче, шортил я. Чего уж там скрывать. Шортил, меня выносили, хоть и со стопами, но все равно это потихоньку там все. Это какие-то лонги, когда были, я там не закрывал, допустим, была там прибыль там 70-100 долларов, да, и я эти позиции не закрывал, так как думал, что пойдет выше, оно там корректировалось, ну, короче, все как обычно. Это не так просто, как бы, челлендж пройти, да, и получить там себе управление. Это. Ну, и, соответственно, за счет этого, как бы, они и существуют, эти пропы. За счет этого они дают возможность, как бы, тем, кто прошел этот капитал в управление. Ну, по которому, соответственно, тоже максимальная просадка 10%. Я думаю, что там, если вы с математикой дружите, то все как бы бизнес-модель там предельно понятная. Кто за счет чего там зарабатывает, и как бы все ясно, понятно, как говорится. Никаких там особо подводных камней как бы нет. Так, ладно, все, будем смотреть. Я не знаю, на выходных уж будут там, не будут какие-то движения. Сегодня пятница, еще сейчас фиксить что-нибудь начнут, в коррекцию какую-нибудь там ударимся. Чего бы не хотелось. А, вот у нас, кстати, уровень поддержки еще один есть. Вот он, 2100. Вот от него еще можно со стопами что-то пытаться эфир откупать. Что-то я про него это не увидел. Ну, а эти вот, которые я уровни-то давал, да, вот их считай, что вынесли. Вынесли вот это вот какого. А, ну это вот вчера. Вчера палка, сегодня палка.
причем сегодня еще больше, чем вчера. А вот здесь даже вообще не остановились. Ну и здесь не остановились. И здесь не остановились. Ну, короче, рынок, конечно, странно себя ведет. Мне как бы все это не очень понятно. Какая-то расконнект с рынком пошел. Я даже вот так вот, уровни все видят же, правильно? Но рынок сейчас ведет себя, он как бы вот все пробивает, вообще даже не останавливаясь. Без проторговок, без всего. Я вам обещал объемы, давайте посмотрим. Что, биткоин? Все, нету ничего вверху. Все там копейки какие-то, ярд. Да? Сколько это будет продолжаться? Но это долго не будет продолжаться. В любом случае мы на коррекцию пойдем когда-то. Как бы просто что оно нам дает в плане как бы набора позиций, да, куда там стопы ставить и так далее. И когда мы пойдем, когда такое движение идет. Хотя здесь вот ликвидности как бы куча. Уже 20 ярдов. Здесь 1, здесь 21 к 20. Это пипец. Такого что-то сильно не помню даже. Ну, шарты как бы все люди так и продолжают набирать, да. Ну, короче, CoinGlass-то тоже есть вопросы, да. Здесь, ну, видите, уже 2 ярда. А на 30-дневке как бы 1. Короче, как они считают, непонятно. Может быть, они сюда добавляют, не знаю, срочные контракты. Каким-то образом их вот пересчитывают. Хотя тоже непонятно. Что здесь у нас, как обычно, что там на 106 стопы понаставили, набрали шартов еще на 2 ярда. Здесь 4. Давайте по эфиру посмотрим. Еще 1,4 опять шартов на 2,400. Здесь 2, если 30 дневку посмотреть. Еще 9. Не знаю, да, как объемы они считают. Все-таки мне не очень понятно. Почему 30 дней открываем здесь? 500 миллионов всего. А дневку открываем здесь 1,5 ярда. Что, как они там считают? Не понимаю. Если кто-то знает, напишите в комментариях. И может я что-то не понимаю. Почему так? Рефералку, господи, с рефералкой. Рефералку я прилепил ссылку на нее в видео про хаш-хедж. Там в описании к видео, короче, рефералка. Это если кому-то надо, как бы заходите, регистрируйтесь, покупайте, будем вместе зарабатывать. Все, всем счастливо и, не знаю, до завтра или до понедельника посмотрим.